Всем привет! Буду начинать торговую сессию. Сегодня уже, кстати, часиков 9, но я еще не торговал. Только приехал в город с деревни от родителей, поэтому как освободился. Записал, кстати, еще одно такое видео с итогами за эти первые 2 недели, чтобы видно было результаты там. Коротко о своем рассказал, как прошли эти 2 недели. Сделал небольшие результаты и дал, как мне кажется, очень полезную информацию в конце, которая сильно увеличила мой итоговый результат, с которой я сейчас буду начинать торговать. Так что во второй половине месяца я начинаю со 133 долларов. Риск на сделку у меня сохраняется такой же, 120. Пока я переходить на риски больше не буду. Риск на день у меня также остается 5 долларов. То есть максимально, куда я могу упуститься за сегодняшний день, это 128 долларов. Так, давайте откроем скринер и посмотрим, что у нас сейчас по монеткам, что есть интересного, что можно тут поторговать и зайти в какие сделки. Так, вижу, вот, кстати, сильно летит. Вот эта монетка X. Сейчас запишу ее. Английский X. Это у нас все есть, отлично. Но сейчас я точки входа не вижу. Давайте сразу лучше подобавляю те монетки, которые сильно двигаются. Боб и РВН. Боб и РВН. Монетка Боб. Есть, кстати, сильный импульс. Буквально 5 минут назад дал. И РВН. Вот так. РВН. Да, все верно. Есть у РВН, кстати, прямо сейчас летит. Тоже довольно, кстати, в процентах этот рост 5%. Это приятно. Такие монеты я люблю, которые ходят не 1-2%, а дают сильные движения. Так, что мы здесь еще видим? Ну, тут, в принципе, не очень. Так, и по объемам. По объемам у нас стандартно биткоин, эфир, солана. Форткоин еще выбился в топ. Но он вроде по объемах, по объемах хорошо дает, но по движению, по процентам я смотрю не очень. Поэтому добавил пока только эти 3 монетки. Монетка Сун, кстати, Сун. Сун. Там есть потенциал. Там есть потенциал взять шортовую сделочку. А ну-ка. Блин. Я случайно закрыл. Так, Сун есть. Так, я, кстати, вот здесь примерно мог зайти на... Но еще до профита не дошло. Посмотрим. Посмотрим, дадут ли нам еще точку входа. Тут мне нравится эта ситуация. Но сейчас давайте еще пока быстренько досмотрю. Боб, который летит. И нет, РВН летит. И Боб немножко. Боб, где у нас Боб? Да, Боб тоже у нас отлично себя показывает. Кстати. Блин, буквально зашел быстренько по Бобу в первую сделочку. Ну, в плохом месте я зашел. Ну, в общем... Не, в общем, нормально. Хотя можно было зайти, кстати, реально намного лучше. Так, Take Profit мы выставим в монетах и расскажу логику, почему я здесь зашел. У меня сразу половина движения, буквально резким сквизом к стоп-лоссу. И Take Profit мы стандартный возьмем вот сюда за 55-41 примерно. Вот тут 42 есть. Заявочка стоит.
Объясняй, почему я здесь зашел в лонг. Был, смотрим, кстати, график, но глобально мы пока стояли в боковике, и он как бы движется вниз. Мгм. Так, ну, этого я уже не видел в момент входа. Так, что я здесь увидел? Я увидел резкое движение вверх и небольшой откат. Обычно, когда такое резкое движение вверх, трейдеры автоматически, в принципе, начинают смотреть и рассматривать лонговые сделки и пытаются поймать дальнейшие движения вверх. То есть заходить на откатах, заходить возле всяких уровней и остальное. Тут, как мне показалось, был откат, цена постояла, была возможна неопределенность какая-то, и после этого мы пробили и начали выходить вверх. То есть, что видят обычные трейдеры, мы видели, начался сильный рост, был откат, и начинаем дальше выкуповывать. И плюс дают возможность зайти в лонг с небольшим стоп-лоссом. Это также очень сильный фактор. Плюс можно взять отличное соотношение. Благодаря этому можно зайти, поставить маленький стоп и взять потенциально большое движение. Поэтому, как мне кажется, тут большинство на вот этом всем росте заходило в лонги и ставили стоп-лосса вот этот какой-то небольшой уровень, либо вот небольшие вот эти свечи. Поэтому, как мне кажется, тут просто смарт взять и всех, кто вот здесь заходил, какой-то тенью, либо какой-то быстрой свечой побрить, и дальнейшее движение, я уже не знаю, куда пойдет, нужно смотреть, как дальше цена будет вести, может какими-то импульсами пойти в какую-то сторону, может еще плавно снова набирать лонгистов и пробивать вниз. Посмотрим. Но тут-то, в принципе, я считаю, эта сделка довольно хорошая. Так, ну, кстати, вот примерно импульсными свечами и идет к моему тейк-профиту. На улице что-то салют какой-то. Отвлекся я. Так, тут еще монетки стоят. Тут у меня такая неопределенность. Был сильный рост. Вкатали довольно быстро. Я не знаю, давали ли на этом падении возможность зайти в шорт. Немножко отросли, стоим. Для меня вот это неопределенная ситуация. И я до конца не понимаю, куда сейчас цена будет направляться. Я бы немножко подождал. Вот тут, кстати, до сих пор, смотрите, вот цена остановилась как будто на вот этом месте. Но здесь есть отличное место зайти буквально с полпроцентным стоп-лоссом в лонг и взять соотношение там очень хорошее. Поэтому тут вообще идеально. И в идеальную сторону я зашел. Можно подождать, как сделка закроется, чтобы увидеть. Мне интересно, какой характер, скажем так, движение вниз будет. Будет ли медленное какое-то поджатие, либо импульсное пробитие. Но мне кажется, более импульсное движение должно быть, что уже случилось, я не успел договорить. Первая сделка зашла в плюс. Взяли свои стандартные соотношения 1 к 1. Так что где-то $1.20 я на этом получил. Смотрим дальше. Смотрим здесь. Вот тут, кстати, я увидел вот здесь. Ну, немножко полпроцентика, в принципе, мы дали. И вот интересно, довольно цена движется. Мы, примерно процент, да, с этого момента было вниз. Да, процент. Если бы я чуть раньше увидел, как я говорил, я хотел бы вот здесь зайти. Для меня вот здесь была отличная ситуация по моей торговой стратегии на вход в шорт. Но, к сожалению, я видел, открыл график, когда мы вот здесь уже стояли, и не хотел, скажем так, потенциального полпроцента себе в убыток терпеть и заходить уже с плохим соотношением. Поэтому решил вот здесь не заходить. Ну и, в принципе, я правильно сделал. Даже если оно пошло дальше, лучше не рисковать и дождаться хорошей точки входа. Так,
Так. Интересно здесь. Мы пробили максимумы. Немножко постояли на хаях. Вкатали и снова как бы поджимаемся к ним. Интересно. А может ли здесь быть еще чуть ниже откат и потом его выкупить? Для меня это был бы сильный знак для входа в шортовую сделку. Ну, если так пойдет по сценарию, я чуть подробнее об этом расскажу. Тут мы видим, тенью закрыло всех. И, кстати, если сейчас мы вернемся вот в этот диапазон, желательно даже максимум обновить, и цена остановится, а не продолжит импульсный рост, то также я здесь еще раз зайду в шорт. Тут-то мы просто остановились на максимумах. Возможно, тут-то, кстати, можно зайти в лонг. Нужно посмотреть. Какая-то неопределенность. А по процентам, что здесь? Кстати, 1% довольно небольшое движение на графике. То есть, если вот здесь шортят процентные движения, то просто пробой максимумов и на 15-20, в принципе, можно зайти в шорт. То есть, тех шортистов, кто зашли вот здесь, побреют примерно на этих значениях. И можно будет зайти в шорт с расчетом, что вот здесь будет медленный рост и начнут заходить в лонги. Потому что вот здесь падение как-то не идет, нет особого страха. Скажем так, ну как минимум у меня не возникает вот здесь чувство, что сейчас мы полетим вниз. А если выкупят вот эту установку, то чувство, что дальше мы продолжим рост, появится и довольно сильное. Поэтому, как мне кажется, в принципе, на обновлении максимума смарт заходить в шорт здесь. Посмотрим. Но тоже важно характер движения цены, как пойдет. Если быстрыми импульсами, без возможности зайти трейдером в тот же лонг, то это будет очень плохо. Нет, тут вверх цена не пойдет. В принципе, можно. Но перехай возможен, кстати, перехай. Что, в принципе, довольно хороший. Но если бы действительно здесь было лонговое движение, цена бы шла более импульсно. Так что я не верю здесь в лонг без импульсного движения вверх. На перехае примерно вот здесь я бы начинал заходить, наверное, на обычную позицию со стандартным стопом в 1% в шорт. Потому что вот здесь нету желания заходить в шорт. Потому что мы видим, график растет, падение выкуповывается. И в принципе более лонговые настроения. Как мне кажется, большинство трейдеров заходят тут-то в лонги. И, скажем так, на их стопах, в принципе, можно будет взять свой take-profit. Но я хотел бы увидеть, кстати, здесь перехай. Потому что, мало ли, все равно какие-то шортисты были, и нам их побрить вообще ничего не составит труда. А те, кто заходили в лонги, сомневаюсь, что на перехае закроется и, и будет что-то такое. Так, тут мы пока наблюдаем. Тут, как я говорил, тоже на перехае. В принципе, ситуации все похожи. Резкий рост и, как мне кажется, большинство трейдеров будут заходить на продолжение движения в лонг. Тут главное не очень резкие движения, чтобы была возможность у трейдеров зайти в лонги. Смотрим. Но мне еще одно, что напрягает. Все монеты примерно движутся, скажем так, вместе. И если я зайду вот здесь и вот здесь, то, в принципе, если я ошибусь,
они могут вместе закрыться примерно, ну, так как они идут очень похоже, то одна ошибка на одной монете может означать и ошибку на другой монете. У них очень большая корреляция друг с другом. Так как есть риск рискнуть большей частью, чем я планирую. Поэтому нужно заходить осторожно и смотреть более подробно на каждую монету. Кстати, вот смотрите, началось такое небольшое падение, но оно, я бы не сказал, что прям медленное. Хотя нет, наверное, я думал, что здесь сейчас мы продолжим какой-то быстрый импульс, что если что, не дадут зайти в шорты. И потом его плавно начнут выкупать. Вот. В таких ситуациях, как вот это, мне нравится, потому что трейдеры видят, что продажи нету, то есть мы поднялись на максимум, цена остановилась, но продавцы не продавливают цену, нету каких-то откатов. То есть, ну, шортить здесь страшнее, чем лонговать, потому что нету каких-то сильных падений. Да, можно зайти в шорт с маленьким стопом, но мы видим постоянные поджатия, и за какой максимум? За вот этот, его пробили тенью. За вот этот ставить, ну, очень маленькое движение, но страшно заходить в шорты. Поэтому здесь в лонг заходить самое то для большинства трейдеров. А я попытаюсь зайти в шорт и закрыться об их стопы свою сделку. Поэтому ждем пока еще какого-то прям результата, чуть больше выхода жду и зайду. Надеюсь, я не пропущу точку входа, потому что в любой момент может быть движение. Вот мой take profit стоял бы примерно вот тут. За пробой, кстати, еще и круглого числа, это вообще идеально. За круглые числа очень любят прятать свои стоп-лоссы трейдеры. Тут вообще есть небольшая остановка, как мини какой-то уровень. Еще и круглое число, прям вообще смарт за него поставить свой стоп-лосс. Может ли быть какое-то небольшое еще движение вверх? Я бы хотел бы все-таки за 15-20 зайти. Для меня там бы была идеальная точка входа. И вот здесь, кстати, случается то, о чем я говорил. Похоже, здесь продолжают набирать трейдеров, тех, кто лонгует. Попытаюсь взять такую же сделку, как я заходил вот здесь. 1% движение вниз. Но тут даже накопление было чуть побольше. Тут мне нужен импульс вверх. Тут же, кстати, может пойти уже сейчас собирать стопы. Но если вот это резкое красное движение выкупят, то те, кто сомневались, они точно вот здесь начнут добавляться в сделку. Либо тех, кто стоят уже в позиции, могут увеличить объем. Так что вот тут вообще смарт будет заходить. Вот здесь, к сожалению, не дало мне точку входа. И, наверное, процентное движение уже было, да? Ну, плюс-минус, да. Тут я не заходил. Так. И здесь тоже без меня процентное движение вниз. К сожалению, здесь не удалось зайти и заработать. Я хотел зайти в чуть лучшем месте, но такой возможности мне не дали. Интересно, если выкупят, начнут перезаходить. Кстати, еще тоже так я буду мысли вслух озвучивать, потому что мне интересно это больше, в принципе, сами монеты не решили не продолжать набор какой-то большего числа трейдеров, либо же это биткоин мог просто двинуться, какое-то резкое движение,
и потянуть за собой монетки. Но нет, биток стоит на месте. Это, похоже, просто не набирали большее количество трейдеров. Понятно, это я запомнил. Тут еще ситуация продолжает сохраняться. А на вот этих вот нужно ждать новое формирование. Возможно, начнут отыгрывать так же, как вот здесь. Собрала стопы и начала набор новых лонгистов. Возможно, тут будет похожая ситуация. Собрали стоп и вот здесь как-то начнут набирать новые лонги. Нужно будет за этим пока понаблюдать. Так, а давайте вот на вот этой вкладке посмотрю монетки, какие у нас сегодня летели, какие в топе сидят. Тут уже остановилась цена. Мне же интересно ситуации, где прямо сейчас идут резкие движения. Но тут мы все стоит, все на месте. Вот, кстати, что-то. Но не, оно прям все вот чуть больше процента, весь вот этот рост, который длился полчаса почти. Не, такое нас не устраивает. Мы ищем монеты, которые ходят в минуту по проценту 2. Вот такие монетки я люблю. Так. Ну, наверное, просто не знаю, что только одна торговая ситуация была за всю торговую сессию. Это обидно. Хочется побольше поторговать. Тем более, также не очень приятно, что просто несколько ситуаций не заходил. Хотя верно проанализировал, но хотел зайти в чуть лучшем месте. Так. Давайте понаблюдаю. Мне пока больше всего нравится вот эта сделка, так как если выкупят все вот это падение, это также для лонговиков станет сильным знаком, что дальнейшее движение продолжится. И вот здесь еще не собирали стопы с этого всего накопления. Так что вот здесь, в принципе, можно будет зайти. А тут-то какая-то уже для меня неоднозначная ситуация. Тут было процентное движение вниз. Но, кстати, смотрите, такой нюансик. Процентное движение. Давайте смотрим. Процент это примерно стандартный стоп-лосс, от какого я отталкиваюсь. Это как бы база. Вот сюда мы пошли, и процент это вот здесь. То есть побрили всех, кто выше. В принципе, побрили только вот здесь, кто прям на максимумах заходил. Все вот это движение. Но здесь, в принципе, как мне кажется, меньше трейдеров было, но все равно. Не знаю, я же говорю, тут для меня неоднозначная ситуация. Я бы посмотрел, как цена дальше будет себя вести. Тут-то ждем, тут-то ждем. Так что я думаю, если кто-то смотрит на этом моменте, возможно, имеет смысл нажать по тайм-коду дальше. Если тайм-кодов дальше нету, то, к сожалению, тут была одна сделочка на этой торговой сессии. Но хорошо, что в профит. Начинали мы с 133, сейчас 134. Кстати, хоть взял свое нормальное движение, комиссия все же немножко скушала тейк профита. Чуть меньше. $1.20 взял, получилось. Ну вот так вот. Все, тут ситуация не актуальна.
Вот здесь пока может стать актуальной, но опять же нужно прям ждать. Тут пока никакие стопы еще не забрали, пока мы стоим в накоплении. По скринеру нету никаких монеток сейчас. Мгм. Сун. Сун на максимуме. Стоп, сун. Я же ее добавлял. Я ее заменил. Кстати, она в топе по росту сун нету. Ладно, нет, проще в поиске вбить. Я ее заменил на другую монетку и убрал. А она выстрелила. Вот так вот бывает. Смотрим здесь. Подошли к максимуму. И тут еще уровень. И на минутке уровень, и на часовике. И мы поджимаемся. Плюс поджимаемся не очень прям быстро. Может дают возможность зайти в лонги. Но чтобы полноценно давали заходы, нужно какие-то откаты выкуповывать. А тут откатов нет, поэтому, возможно, здесь будет и реально и дальнейшее движение вверх. Не знаю я. О, вот здесь немножко выравнивается. Тут-то импульсами. Ой-ой-ой-ой. Ну вот тут-то, кстати, да, хорошо пошло. Ой-ой-ой. Если вот здесь она остановится, это будет вообще смарт зайти в шорт. Смотрите, какой резкой свечой она выкупилась. Сразу откинулись все мысли на то, что тут мы пойдем дальше вниз. Очень сильный выкуп. Так что вообще смарт сейчас заходить. Нам бы просто несколько еще зеленых свечки две дать. Но также не очень высоко. Если будет очень высоко, там уже будет страшно заходить в лонг. Поэтому посмотрим. Мне нужна остановка вот здесь на максимумах. А если продолжится импульсное движение, то, к сожалению, пропустим. Если опустится на 124 примерно, я зайду здесь в шорт. А если будет импульсное дальше движение, то не буду здесь заходить. То, скорее всего, пройдет. Да, все. Не буду заходить. Фу. К сожалению, как я и говорил, если будет медленное движение, дают зайти в лонге. Мы идем вниз. Если реальное дальнейшее движение вверх, то это только импульсное движение, в котором не дают возможность заходить. Что и случилось. Вот здесь, блин, медленный какой распил, цена стоит, но оно особо никого не побрело. Пока еще нет. Хотя бы были рядом. Люди прячут стопы за круглые числа, за минимумы, в процентном соотношении. Как я говорил, там какой-то процент движения, 2% движения. Это все можно примерно предугадать. Точнее, с большей долей вероятности поставят, как учат по теханализу. Это дает нам преимущество. То, что мы можем это знать. Так, что тут у нас за заказ?
стереть. Есть. Ой, вот здесь, блин, как я хочу, чтобы цена подошла просто вот тут к максимуму. И желательно еще и не импульсным движением, то вообще смарт такой бы был здесь заходить. Потому что вот такое долгое накопление уже начинаешь сомневаться, что, например, я пытаюсь думать как трейдер, который хочет зайти в лонг, такое долгое накопление. Скорее всего, здесь уже засажены все. Было много возможностей зайти, а те, которые заходят на эту монетку и видят ее сейчас, уже нету такой прям уверенности, что мы полетим. Потому что было резкое движение, откат какой-то мы выкупили, на дальнейшего силы как будто не хватает. Поэтому тут... Ой, ой. Так, тут-то нету уверенности в лонг. Возможно, это специально сделано, чтобы кто-то заходил в шорт. И мы после пробоя вот этого какого-то минимума, может, реально пойдем наверх. Но я не знаю, нужно смотреть. Я жду здесь резкие большие свечи. Резкие большие свечи. Сомневаюсь, что с этого диапазона мы будем медленно выходить в какую-либо сторону. Ну ладно, вверх я еще пойму, если как-то медленно, но и то, скорее всего, нужны импульсные движения. Чтобы тех, кто сомневались, заходили в догонку и даже не успели опомниться, скажем так. Тут да, опа, 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 опа. Maybe long. Смотрите, что мы видим. Было импульсное движение. И понемножку цена не может дальше пойти. Так, дадут ли здесь возможность? Блин, плечо слетело, плечо слетело. Так, плечо. Четвертое. Дай мне зайти. Я не успел зайти. Просто потому что плечо слетело. Я хотел вот здесь зайти. Это уже 0,5% движения. Половина тейк-профита. Ну, если упустится, я зайду, но... Тейк-профит у меня был бы вот 54 где-то. Возможно, за максимум. Просто плечо почему на Тайгере до сих пор не могут сделать автоматически, чтобы плечи ставились, я не понимаю. Ну вот, потенциально вторая прибыльная сделка, в которую я не смог зайти, потому что плечо слетело и нужно было заходить через сайт, выставлять. Ну тут возможно, кстати, вот плечо можно ставить на графике, но как мне понять, какое максимальное, какое доступное? Это фигня. И тут, в принципе, ничего не происходит. Я вижу, что нужно начинать скачивать программу для монтажа какую-то и обрезать вот такие именно моменты, которые, когда долго нету сделок. Долго нету сделок, и может кому и будет интересно смотреть на какой-то анализ, на то, как я ищу монеты. Но я думаю, большинство будет просто смотреть на сделки, на точку входа, точку выхода и почему зашел, почему вышел. А то, почему пропустил монету аналогичную, скажем так, с какой заходил, практически аналогичную, которая выглядит очень похоже и пропустил ее, большинству будет неинтересно смотреть на то, как ты почти зашел, либо почти вышел. Кстати, остановится цена или нет? Блин, ну такие сильные выкупы мне не нравятся. Ну, типа они пугают шортистов. А если шортисты будут напуганы, я не смогу взять лонговые движения. Поэтому вот так вот.
Вот сейчас как будто идет какое-то распределение. То есть мы стали на максимуме, и если мы как-то покажем, что сила покупателя ослабла, как вот здесь было, свечи уменьшились, резкий вкат, типа как будто бы больше дальше не факт, что полетим. И отличный рост. Если здесь нарисуют какую-то похожую картину с похожими эмоциями, то можно будет зайти вверх. Также взять свое лонговое движение. А здесь у нас новых никаких монеток нету в скринере, чтобы зайти посмотреть. Все стоят. О. А зайду я, естественно, очень с маленький стоп-лосс. Просто буквально вот на 51. Постараюсь взять прям небольшое движение. Меня может выбить здесь просто любой тенью, любым сквизом. 15 394. Но также я просто попытаюсь взять... О, кстати, вот уже есть, но я хотел процент. Не. Так, процент. 73, 74. На меня может, я же говорю, тут буквально сквизом выбить. Я хотел здесь взять просто небольшой импульс вверх. Дадут мне или нет? На 73 примерно. 2 к 1. Хорошее соотношение. Так, почему я здесь заходил? Мне показалось, что в принципе мы здесь реально можем дальше и вниз пойти, но перед этим должен быть какой-то небольшой импульс, чтобы собрало тех, кто вот здесь зашел с большими плечами. И кстати, возможно, при дальнейшем движении вверх могли бы заходить люди в лонги. Но такое не случилось. Я здесь все-таки получил убыток. Наверное, нужно было закрываться при 1 к 1. Так. Возможно, еще вот эта сделка была обусловлена тем, что я долго искал, и мне хотелось уже хоть куда-то зайти. Возможно, я думаю, это точно с этим связано. Я не говорю, что я ошибся или не нужно было заходить, хотя, возможно, и не нужно, но думаю, если это связано с тем, что я сидел буквально с полчаса, просто смотрел, несколько сделок упустил и зашел, получается, с маленьким прям стопом в такую очень агрессивную сделку. Тут мы стоим на месте, тут ничего не происходит. Тут мы просто вкатали падение. Точнее, в рост. Вкатали. Я не понимаю, куда здесь пойдет цена. Это я на этой монетке делал первую свою сам сделку или на другой. Ой, размер ордеров, кстати, да, тоже поправить. И сейчас посмотрю статистика. Так, убыточная сделка. Нет, кстати, все. Эту монету, значит, я не торгую. Я по ней словил стоп-лосс, и я ее пока на этой торговой сессии больше торговать не могу. Тут пошло без меня, так что, в принципе, эту торговую сессию я плюс-минус 0, может, да, там небольшой. Кстати, 50 центов минус. 50 центов минус. Хотя фактически я оставил take profit и стоп-лосс одинаковые.
Один к одному. Комиссии плюс сквиз, может какой. Немножко соотношения мне испортили. Что хочется здесь еще в одну сделку какую-то зайти, чтобы уже остаточно было понятно, это торговая сессия в минус или в плюс. Постараюсь найти что-то интересное. Какую-то быструю сейчас сделочку такой. Наверное, это уже выглядит как нарушение. Не очень смотрится. Обратил внимание, просто монеты прокликивал. Обратил внимание на ту монету, на которую мне нельзя торговать. Как минимум этого правила я постараюсь придержаться. Найти вход на другой монетке. Может, что-то у нас начало падать. Эту монету у меня нельзя. Боб. Монетка Боб падает. Боб это та, которая стояла... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Это та, которая стояла на месте? Да. И здесь мы взяли уже take profit. Если бы я захотел в этом накоплении. Это какая-то торговая сессия FOMO. Так, она мне звонят. Так. Ладно, все. Собрался, быструю сделку нашел. Одну. Сейчас быстро просто сделал сделку. Где вот эта монета? Так. Она ходит хорошо. Все, я понял. Постараюсь на другой монете найти, но если не найду, нарушу. Нельзя так делать. Но я почему-то делаю. Потому что я слабый в данный момент. Так, смотрим. Здесь нету. По топу прям нету ситуации. Зачем я хочу что-то найти, если нету? Н. Кстати, ну вот она. Нет, это не она, вот. Что мы здесь видим? Я что-то потерялся. Давайте подумаем логически. Что мы видим тут? Мы видим, как цена шла. Остановилась. И после остановки было сильное движение. И оно выпродалось медленно. Если продается медленно, то в принципе дают возможность зайти в шорт. То есть может быть импульсное движение вверх. Но чтобы было движение вверх, можно набрать больше шортистов. Сколько здесь, кстати? Ладно, не спешим, смотрим. Думаю, здесь зайти в лонг.
Пока просто наблюдаем. Давай, начинай думать как шортист здесь. Я хочу зайти в шорт. В принципе, мне сейчас ничто не мешает зайти в шорт. Поэтому заходим просто по рынку в лонг. Стоп. Стоп, стоп, стоп. На какой я вообще зашел? Я случайно зашел на очень большой объем. Я хотел зайти на намного меньше объем. Так, выставить take profit 2, 3, 3, 4, 6. Я зашел на 1,5 раза больше. Я хотел зайти в 2 раза больше объем обычного, но случайно зашел в 3 раза больше. Это ошибочка. Можно мне просто взять какой-то небольшой, вот даже 0,71 мне сойдет. 15,52. Вот тут. Все. Я буду полностью доволен. Я уже вижу, что начинается какая-то хуйня, я начинаю нарушать, и я уже потерял фокус. Поэтому пусть вот эта сделочка закроется. Желательно в профит. Не нужно мне здесь падать. Но даже если упадет, то в принципе так мне и надо. За нарушение будет больше мотивации не нарушать. Тут я даже не пытаюсь взять движение стандартный в процент. Хотя, кстати, почти процент, но там 70. Вроде я мерил 70 центов, или как сказать, 0,7%. Не, ну если я реально, кстати, вот мне прям понравилось, я попытался поставить себя на место шортиста, то здесь мне дали отличную возможность. Типа я просто бы зашел под вот этой цене, поставил бы стоп за максимум и сидел бы себе в сделке. Соотношение 1 к 1, даже может чуть больше, но до 1,5 не дотягивает. Поэтому, типа, хорошее место, хорошая сделка. Закрылась в убыток. Ясно, понятно. Эх, перезашел, блядь. Дурак. Ну, ничему жизнь не учит. Вот на вот таких перезаходах я теряю все свои деньги. Терял, точнее. Мне сейчас нельзя рисковать больше, чем на $1.60. Там нет. Сейчас топ стоит -3. Ну что это такое? Все вот. Тут уже соотношение 1 к 2 или 1 к 3. Шансы на успех крайне малы, потому что я захожу по нарушениям без особого анализа и с минимальным стопом пытаюсь взять большие движения. Это фигня уже начинается какая-то. Но постараюсь уже в этих нарушениях не выйти за лимит на день. То есть если я потеряю сегодня, то $5, не больше. Пока сделка открыта, постараюсь вслух, наверное, проанализировать, почему я нарушал. Возможно, сыграло то, что я не мог долго найти сделку, в которую я зайду. И зашел. Сразу я зашел с маленьким стопом, скажем так, уже просто, чтобы зайти хоть куда-то. А потом я решил пренебречь правилом, что не заходить в одну монету 2 раза, если словил стоп-лосс. И вот это сыграло вторая стадия нарушения. Вроде такая незначительная, я зайду всего в одну сделочку, один только перезаход.
Но увеличился потом уже и объем, и все. Да. Можно здесь просто импульсное движение вот сюда. Наверное, нужно не наглеть и реально на импульсе закрыться. Потому что мне здесь не нравится. Возможно, даже перед 50 вот здесь закрыться придется. Но пусть пока стоит заявка, если что, руками закроюсь и уберу ее. Просто всегда может быть импульс резкий, и тогда закроется сделка. Так что постараюсь закрыться по 45 примерно. Вот тут-то, вот тут-то. Все, закрылся. Не наглеем, просто какой баланс. Там минус 70 центов за эту торговую сессию. Но оно того не стоило. Это явно. Все. Всем спасибо за просмотр.